Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly, и сегодня мы с вами рисуем кактус. Такой интересный референс мне попался на просторах интернета, и я сразу решила, что мы будем его рисовать, потому что такое крутое сочетание ярких цветов, и вообще форма довольно простая, и я думаю, что даже многие из вас смогут нарисовать что-то похожее, просто посмотрев это видео, поэтому ценность этого референса очень большая. Кактусы вообще в целом в искусстве очень часто встречаются, и у них есть особое символическое значение. Можно это по-разному интерпретировать. Например, кто-то считает, что кактусы — это символ выживания и стойкости, преодоления каких-то трудностей. Другие считают, что это способность выживать в одиночку или какое-то уединение, самообособление, потому что кактусы могут расти в суровых условиях, и в целом им нет никакой необходимости в человеческом присутствии. Также, конечно же, экзотика и мистика. В некоторых культурах кактусы вообще считаются таинственными растениями и могут использоваться для создания атмосферы загадочности и мистики в искусстве. Конечно же, жизненный цикл и преобразование. По той простой причине, что они имеют цикл роста, цветения, увядания, что отражает естественные какие-то процессы в нашем мире. Но под это описание, конечно, можно притянуть абсолютно любое растение, на мой взгляд, и тут уж символизм притянут, как говорится, за уши. Ну и также защита и охрана, потому что он колючий, шипастый и может символизировать вот эти вот моменты. В искусстве могут использоваться для того, чтобы передать также ощущение опасности, или, наоборот, обособленный кактус нарисован, может быть, как изображение, наоборот, безопасности, то есть ухода от опасных колючек. Одна из первых картин, которая мне попалась на просторах интернета, это вот любитель кактусов, автор Карл Шпицвек. В картине он поймал такой таинственный момент личного какого-то разговора хозяина усадьбы со своим кактусом. И в другой картине с этим же названием он уже просто, стоя у окна, любуется цветком кактуса на подоконнике. А это картина мексиканского художника-живописца Гальвана Хесуса Геррера, написанная в 1960 году. На ней изображены вот дети, которые то ли собирают плоды кактуса и собираются их есть, то ли что-то в этом роде. Тем временем у нас уже готова дощатая подставка и в процессе горшочек, который потрескался краской. И я вот стараюсь эти трещинки проработать тонкой кисточкой. Также добавляю тени. Как вы могли заметить, для того, чтобы прожилки кактуса, вот эти тоненькие цветочки, маленькие, кругленькие, нарисовать, я использую маскирующую жидкость. И в конце я покажу, что мы будем с этим делать и как она нам поможет. Я в своей работе вообще довольно редко использую маскирующую жидкость, потому что, не всегда у меня получается с ней совладать, но когда получается, эффект того стоит. Здесь также небольшие трещинки краски. Вероятно, что досточка, что этот горшок были покрашены сначала в один цвет, потом в другой. И вот краска облупилась таким вот образом. Мне нравится, что горшочек по цвету примерно такой же, как сами цветы у цветущего кактуса. Но я стараюсь добавить еще нюансы, чтобы они не сливались. Немножко оранжевый, осенний, чуть-чуть затемняю в теневых частях, чтобы это все тоже не сливалось. И такие вот цветочки у нас получаются. Вообще рисование цветов для меня это довольно сложная тема. У меня это никогда не получалось, потому что цветы, на мой взгляд, не поддаются простой геометрии. То есть если мы любой предмет, даже того же самого человека, что сложнее, конечно, можем разложить на геометрические фигуры, с цветами это сложнее, потому что не все цветы растут
по какой-то классической геометрии. Чаще всего это такой очень хаотичный набор листочков, который нужно научиться передавать. Мне в этом плане пока что учиться и учиться. Теперь мы заливаем вот это пространство, где высохла уже маскирующая жидкость, и обязательно нужно проверить, действительно ли она высохла, потому что если нет, то считайте, что вы практически испортили работу в этот же момент. Также я стараюсь проработать тени. Интересный момент узнала недавно в интернете, прочитала про то, что когда вы рисуете работу, очень важно выбрать один объект, который будет максимально детализирован. И что часто делают художники, ошибку большую, они стараются детализировать абсолютно все объекты на одном уровне. И в этом проблема. Я вот стараюсь это держать в голове, рисуя этот кактус тоже. Здесь для того, чтобы показать, что эти пупырышки, они объемные, то есть на них падает свет и от них падает, соответственно, тень, я делаю вот эту падающую тень для них, для каждой точечки. И уплотняю еще тени, чтобы показать, что есть передний план и задний план. А теперь просто пальцем мы снимаем, уже когда акварель высохла, я еще раз повторюсь, мы снимаем, соответственно, вот эти вот катышки маскирующей жидкости и добавляем туда красный и оранжевый цвет, чтобы, как на референсе, показать вот эти вот маленькие семена, росточки, цветочки, которыми цветет этот кактус. Работа довольно кропотливая, занимает много времени, но довольно интересная и медитативная. Здесь я добавляю черным цветом иголочки. Мне сначала хотелось добавить их белым цветом, но у меня как-то под рукой не было ничего такого, чем можно было бы это аккуратно сделать, и я решила, что будут иголочки черные. Вот такой вот кактус у нас получается. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео, вы узнали что-то новое. А если вы попробовали нарисовать такой кактус, обязательно скидывайте, что у вас получилось, в нашу телеграм-группу. Всем пока!